Приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Этого ангелочка для своей ангельской коллекции я решила вязать, начиная с головы. Покажу также, как его крахмалить. Ангелочек получился легкий, воздушный, совсем невесомый. Понравилась моя идея? Вяжите вместе со мной. А если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Затем я начинаю вязать следующий ряд, делаю 2 воздушные петли для подъема, и теперь я в каждую петельку вяжу один столбик с накидом. То есть я теперь вяжу без прибавок и убавок 4 ряда. В каждом ряду у нас будет 2 воздушные петли для подъема и 31 столбик с накидом. Я провязала 4 ряда без прибавки и убавки, и теперь я начинаю вязать юбку. Делаю 2 воздушные петли для подъема, 1 петлю для перехода, пропускаю 1 петельку и в следующую вяжу столбик с накидом. Затем делаю воздушную петлю, пропускаю 1 столбик и во второй делаю столбик с накидом. То есть я вяжу такую сеточку: 1 воздушную петлю, пропускаю столбик и столбик с накидом. И так я вяжу весь ряд. А в конце этого ряда я соединяю с 2 воздушными петлями, соединительной петелькой, с 2 воздушными петлями для подъема. Получилась такая сеточка. И вяжем следующий ряд: 2 воздушные петли для подъема, и в ту же самую петлю я делаю столбик с накидом. То есть у нас такая маленькая галочка получается, 2 петли в одну. Затем я делаю 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Я пропускаю 1 столбик и в следующий вяжу столбик без накида. Вот таким образом у нас это получается. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаю 1 столбик и в следующий вяжу опять такую галочку, то есть как бы прибавление, 2 столбика с накидом. Это у нас будет начало маленького первого паучка. То есть вот таким образом мы это вяжем. Затем опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаю столбик и в следующий делаю столбик без накида. И так далее, весь ряд до конца. Я заканчиваю ряд, связала 3 воздушных петли и соединяю с петлями, с 2 воздушными петлями для подъема ряда. Все, вот у нас получилось по кругу. Такой рисунок получился. Так, теперь я вяжу 2 воздушные петли для подъема, в столбик делаю столбик с накидом, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. В столбик без накида делаю столбик без накида,
4 воздушных петли, раз, два, три, 4. И вот в эти 2 столбика делаю 2 столбика с накидом. Паучок уже принимает немного свою форму. И так далее. То есть 4 воздушных петли, столбик без накида, столбик без накида. И так весь ряд. То есть у нас всего по кругу это повторяется 4 раза. У нас будет 4 сегмента. Закончила соединительной петелькой этот ряд. И опять вяжу 2 воздушные петли для подъема, столбик в столбик. То есть у нас начало ряда будет, по сути дела, почти все время продолжаться вот таким же образом. То есть мы будем вязать вместо 2 столбиков с накидом 2 воздушные петли и столбик. Внешне они точно так же выглядят, как 2 столбика. Здесь я уже вяжу 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Столбик без накида, столбик без накида. Раз, два, три, 4. Ой, потеряла петельку. Раз, два, три, 4, 5. И 2 столбика в столбике с накидом. 2 столбика с накидом. Раз и 2. Вяжу последний ряд этого паучка. Делаю 2 столбика с накидом в 2 столбика. Затем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Столбик без накида, столбик без накида. Опять 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И соединяю, это у нас конец ряда, уже соединяю соединительной петелькой с 2 петлями для подъема. Все, мы довязали этого паучка. Теперь мы будем начинать ананасик. Первый ананасик у нас пойдет. 2 петли для подъема воздушные, затем столбик с накидом. И теперь я провяжу 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перепрыгиваю сразу через наш столбик без накида, сразу на 2 столбика с накидом и вяжу туда 2 столбика с накидом. Раз. И в следующий столбик тоже столбик. То есть у нас это вот таким образом получается. В следующем ряду я делаю, как всегда, в начале 2 воздушные петли, столбик, столбик с накидом, затем 2 воздушные петли и начинаю вязать ананасик вот под эти 10 воздушных петель. То есть я вяжу просто под
эти петельки, столбик без накида, затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, опять столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, и так у нас всего 5 столбиков должно поместиться здесь. 1, 2, 3. Это уже 4. 1, 2, 3, 4. И последний. 1, 2, 3. Потом мы сможем распределить это равномерно, когда будем накрахмаливать. Затем делаю 2 воздушные петли и в 2 столбика с накидом. Вот такое необычное начало ананасика у нас будет. И продолжаем так вязать. Всего 4 раза мы так провязываем по всему ряду. Заканчиваю этот ряд, делаю последние 2 воздушные петли и соединяю их со столбиком, с 2 воздушными петлями для подъема. Вот такой смешной ряд у нас получился. Теперь делаю 2 воздушные петли для подъема и делаю туда же, в эту же петлю, еще 1 столбик с накидом. Затем делаю 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Иду под следующий столбик и делаю туда 2 столбика с накидом. Вот таким образом это получается. Теперь я делаю 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и иду в ананасик. То есть я иду в первую арочку ананасика. Я пропускаю вот эти вот петельки, пропускаю столбик без накида и иду столбиком без накида под первую арку ананасика. Затем 3 воздушные петли и в следующую арочку столбик без накида. 5, 1, 2, 3 воздушные петли, под следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, под следующую опять. Таким образом. Так, и теперь нам осталось сделать 3 воздушных петельки. Иду под столбик с накидом, делаю туда 2 столбика, 1, 2, затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующий столбик тоже 2 столбика. Вот такая галочка получается.